Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок. 203 метра в 20 граммах. Работаю я нитью в 2 сложения. И сегодня мы с вами будем вязать очень нежный элемент, мотив. Моя авторская разработочка. Вот такая красота. Вы можете его использовать для декора, можно использовать в наборном кружеве, в ирландском кружеве. Можно использовать в кружевном фриформе. Все зависит опять же от выбранной вами пряжи и от того, что вы хотите получить по итогу. Присоединяйтесь. В конце ролика мы еще более детально с вами рассмотрим наши мотивы. И приступаем к работе. Начинаем выполнение с 6 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее я ввожу крючок в первую воздушную и выполняю соединительную. Мое колечко готово. И я в колечко буду провязывать 12 столбиков без накида. Воздушная. И мой первый ряд это 12 столбиков без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Мы провязали 12 столбиков без накида. Я пропускаю воздушную, очень внимательно ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная. Мой первый круговой ряд готов, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого я провязываю 2 воздушные петли подъема, накид. И очень внимательно в эту же вершинку, куда провязывала соединительную, я буду провязывать первый столбик с накидом незавершенный, накид, и второй столбик с накидом незавершенный. Общая вершинка. Далее арочка из 3, накид. И в следующую вершинку я буду провязывать 3 столбика с накидом, с общим основанием и общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с накидом, второй и третий, и общая вершинка. Арочка из 3. И то же самое повторяем в следующую вершинку. 1, 2 и 3. Общая вершинка и арочка из 3. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда. И очень внимательно арочку из 3 воздушных мы заменяем на воздушную и полустолбик, накид. Я ввожу крючок вот таким образом, видите, вот в нити вершинок, и провязываю полустолбик. И у нас вот такая получилась арочка. И нам очень удобно перейти к следующему ряду. Следующий ряд у нас 3. Я выполняю воздушную и под арочку провязываю столбик без накида. И далее вяжем арочку из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали столбик без накида под следующую арочку. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. Столбик без накида под следующую арочку. Далее опять арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И столбик без накида под арочку. Далее арочка из 3. И так мы с вами будем чередовать до конца нашего ряда.
Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда. И очень внимательно опять арочку из 3 мы заменяем на воздушную и полустолбик. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, вот таким образом, и провязываю полустолбик. И моя арочка готова. Я могу приступить к выполнению следующего 4-го ряда. Воздушная, под арочку столбик без накида. И далее выполняем лепесточки. Мы выполняем 2 столбика с накидом. Вот таким образом. Далее под эту же арочку я буду вязать 6 столбиков с накидом с пико. И считаем, смотрите, столбик с накидом. И над ним выполняем пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Я ввожу крючок в вершинку столбика, захватываю вот таким образом нити столбика и провязываю соединительную. И таких столбиков с пико должно быть 6. Первый готов. Далее считаем второй столбик и пико. Далее третий столбик и пико. Далее четвертый столбик и пико. Пятый столбик и пико. Из 3 воздушных, напоминаю. И последний 6-й столбик с пико. Провязали. Мы выполнили 6 столбиков с пико. Далее провязываем 2 столбика без пико. Первый и второй. И завершаем выполнение нашего лепесточка. Под арочку из 3 я провязываю столбик без накида. И вот такой нежный красивый лепесточек у нас с вами получился. И давайте я начну выполнение второго лепестка, а вы уже продолжите самостоятельно. Под арочку я провязываю 2 столбика с накидом без пико. И далее у нас с вами идет 6 столбиков с пико. Я начинаю выполнение столбиков. Вот первый. И далее вы уже вяжете самостоятельно. До конца нашего ряда вяжете. Мы с вами завершаем выполнение нашего вот такого круглого цветочного мотива. Я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю соединительную. Мой круглый элемент готов. И теперь приступим к выполнению частичного элемента. Как я это делаю? Смотрите, я разворачиваю работу на изнаночную сторону. И далее аккуратненько к первому пико прохожу соединительными. Ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную. Далее вторую соединительную выполняю в вершинку. Не затягиваем, аккуратненькие соединительные делаем. И третью соединительную провязываю в пико. Провязали. Далее воздушная. Работу разворачиваю. И в это же пико провязываю столбик без накида. Провязали. Далее очень внимательно я провязываю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в пико следующего лепестка, столбик без накида. Провязали. Далее работу опять разворачиваю и под нашу арочку из 5 буду провязывать 7 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали.
Далее очень внимательно воздушная и столбик без накида в следующее пику. Провязали. Арочка из 3, 1, 2, 3. Работу разворачиваю. И теперь смотрите, я буду вязать точно такие же пучки, как мы с вами выполняли в нашем вот круглом элементе. То есть очень внимательно я пропускаю первый столбик, и в следующий столбик я провязываю 3 столбика с накидом, с общим основанием и общей вершинкой. Провязываем первый незавершенный столбик, второй и третий. Провязали, общая вершинка. Далее арочка из 3, накид, в следующую вершинку провязываю то же самое. 1, 2, 3. Общая вершинка. И опять арочка из 3. И так мы выполняем 5 таких пучков. И не забываем между ними выполнять арочки из 3. Мы с вами продолжаем работу. И как и договорились, я выполнила 5 пучков из 3 столбиков с одним накидом. Обращаю ваше внимание, что вот первый и последний столбик без накида у нас с вами остались не провязанными. Далее я выполняю одну воздушную и в следующее пико ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее я провязываю арочку из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работу разворачиваю и под арку из 3 провязываю столбик без накида. Далее арочка из 3. 1, 2, 3 и столбик без накида под следующую арочку. Далее арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида под арочку. И арочка из 3. 1, 2, 3. Столбик без накида под арочку. И еще одна арочка из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида под арочку из 3. Провязали. Далее очень внимательно воздушная и столбик без накида в следующее пико. Провязали. Работу разворачиваем. И теперь смотрите, вот у нас такие 3 большие арочки из 6. Мы с вами будем провязывать вот такие лепесточки. Мы с вами это все уже вязали, просто повторяем. Вяжем 2 столбика с накидом просто. И далее 6 столбиков с накидом с пико. 2 провязали, далее вяжем 6 с пико. Первый столбик и пико из 3 воздушных. Считаем. Далее второй столбик и пико из 3 воздушных. Далее третий столбик и пико из 3 воздушных. Далее четвертый столбик и пико из 3 воздушных. Далее пятый столбик. Все столбики с накидом, напоминаю. Пико из 3 воздушных. И у нас шестой столбик с накидом с пико. Пико из 3 воздушных. Провязали. Выполнили все 6 столбиков с пико. Далее нам остается с вами выполнить 2 столбика с накидом без пико. И завершаем наш лепесточек столбиком без накида под арочку. И вот наш красивый ажурный лепесточек вот такой с пико готов.
Всего их будет 3. И далее вы выполните самостоятельно. Я начну выполнение второго лепестка, а вы уже выполните самостоятельно. Провязываем 1, 2, третий у нас с вами с пико. И далее вяжем самостоятельно, как я и сказала. Мы с вами выполнили все 3 лепесточка и провязываем столбик без накида в пико. Смотрите, вот прям в пико я ввожу крючок и столбик без накида. Провязали. И я хочу остановиться. И давайте посмотрим. Вот такой уже интересный, красивый у нас с вами получился элемент. Видите, цветочек и 3 лепестка дополнительно. Его можно уже использовать в кружевном фриформе, в наборном кружеве. Можно использовать для декора, для создания красивой, нежной, аккуратной композиции, в ирландском кружеве. Ну, то есть все зависит, опять же, от вашей фантазии. Видите, вот так нежненько и красиво получается. А мы с вами продолжим и выполним паутинку еще. Мы вяжем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 пико и в третий столбик без накида. Далее еще одна арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида. Один, два, три, 4, 5. И наша третья арочка. Пропускаю 2 пико и следующая столбик без накида. Провязали. Далее работу разворачиваем. Под арочку я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее я провязываю воздушную. И под арку буду провязывать 7 столбиков с накидом и между ними воздушная. И считаем: первый и воздушная, второй и воздушная, третий и воздушная, четвертый и воздушная, пятый и воздушная, шестой столбик и воздушная, и 7 столбик с накидом, воздушная. И под арочку я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Поправляем, останавливаемся. И вот такое начало нашей паутинки готово. И мы продолжаем работу. Я выполняю арочку из 2 и работу разворачиваю. И буду провязывать 7 столбиков с накидом над нашими столбиками. Накид, и я ввожу крючок в вершинку столбика предыдущего ряда и провязываю столбик с накидом. И между столбиками мы с вами провязываем арочку из 2. Провязали. Это у нас второй. Ну, то есть над каждым столбиком мы провязываем по одному столбику. Вот таким образом. И так вяжем до конца нашего такого маленького ряда. Напоминаю, всего должно получиться 7 столбиков. Между ними 2 воздушные. Мы с вами продолжаем вязание нашей паутинки. Как и договаривались, выполнили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Между ними выполнили арочки из 2. Далее, очень внимательно, я выполняю арочку из 2. Пропускаю 2 вершинки.
первую, вторую и в третью вершинку столбика без накида я провязываю соединительную. Провязали, далее 2 воздушные опять выполняю, и в пико в следующее ввожу крючок, провязываю столбик без накида. Далее я провязываю арочку из 3, 1, 2, 3 и работу разворачиваю. Накид, и теперь смотрите, первый столбик я провязываю, вот я оттяну немножечко, и вот смотрите, видно наша соединительная. Вот я в соединительную ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Это будет первый столбик, далее 3 воздушные, и в следующую вершинку провязываю второй столбик. Далее опять арочка из 3 воздушных, и у нас будет третий столбик. И обратите внимание, в этом ряду у нас будет 8 столбиков с накидом, и между ними арочки из 3 воздушных. То есть над каждым столбиком мы провязываем по столбику. Мы продолжаем выполнение нашей паутинки. Связали, как и договаривались, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков с накидом. Выполнили арочки из 3. И далее мы выполняем еще одну арочку из 3 воздушных. Провязываем 1, 2, 3. Далее очень внимательно. Я пропускаю 2 пико. В следующее пико ввожу крючок прямо в серединочку и провязываю столбик без накида. Далее воздушная. И в следующее пико провязываю столбик без накида. Далее я провязываю арочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Накид и работу разворачиваю. Ввожу крючок в вершинку столбика с накидом и провязываю столбик с накидом. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И столбик с накидом в вершинку столбика предыдущего ряда. И так мы с вами вяжем арочки из 4, 1, 2, 3, 4 и столбики с накидом. Всего у нас должно получиться 9 столбиков с накидом. Вы выполняете 8 и 9 выполним вместе. Мы с вами выполнили 8 столбиков, как и договаривались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик выполним вместе. Не забываем провязывать арочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Накид. И теперь смотрите, я провязываю столбик, вот как мы с вами пико провязываем, да, то есть я захватываю вершиночку и боковую нить, да, вот столбика, то есть вот таким образом. И провязываю столбик с накидом. Мы провязали столбик с накидом, наш столбик без накида. Вот таким образом. Далее я ввожу крючок в пико в лепестке и провязываю столбик без накида. И давайте остановимся, посмотрим, что у нас получилось. У нас с вами получился вот такой нежнейший, красивый элемент с паутинкой. Давайте я положу его, и на этом этапе работы вы можете остановиться. Вот такая красота у вас получается, нежная, ажурная. И уже можно использовать этот элемент. Я добавлю еще один ряд столбиков с пико и просто столбиков. Все столбики у нас без накида. Как мы это делаем? Я после столбика без накида работу разворачиваю и ввожу крючок в вершинку столбика с накидом, провязываю столбик без накида и провязываю пико из 3 воздушных. Провязали.
Далее подарочку очень внимательно я провязываю 2 столбика без накида, 1, 2, и провязываю пико из 3 воздушных. Провязали. Пико мы выполняем как и ранее с вами. Далее подарочку выполняю еще 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вершинку выполняю столбик без накида с пико, 1, 2, 3, и пико, да, завершили. Далее под арочку я выполняю 2 столбика без накида и пико, и далее 2 столбика без накида, 1, 2, и опять вершинку, столбик без накида и пико, 1, 2, 3. Все пико у нас с вами из 3 воздушных. И так мы с вами будем вязать до конца нашего ряда. Поправили вот все аккуратненько. И вот так и обвязываем каждую арочку. И над столбиком провязываем тоже столбик без накида с пико. Мы с вами связали все наши столбики с пико и без пико. И завершаем наш ряд. Здесь все очень просто. Мы вводим крючок в пико лепестка, я провязываю столбик без накида, далее я провязываю воздушную и ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю. Мой элемент завершен. Нам остается с вами аккуратно убрать нити по изнаночной стороне. И посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такой нежнейший элемент. Как я уже говорила, моя авторская разработочка вяжется просто, быстро и интересно. На каждом этапе работы вы можете остановиться, вы можете выполнить просто цветочек. Можно выполнить цветочек с лепесточками, можно выполнить цветочек с паутинкой без пико. Или выполнить так, как сделала я. Я в течение мастер-класса все это рассказываю и показываю шаг за шагом. Как я уже говорила, использовать можно такие элементы для наборного кружева, для ирландского кружева, для кружевного фриформа, для декора. Все зависит от вашего желания. Можно даже как отдельную салфеточку использовать. Да? Вот смотрите, закончено, смотрится интересно и красиво. Так вот асимметрично, нестандартно. И вот такая красота у нас с вами получается. И мы с вами выполняли вот такие мотивы. Научились соединять их за счет последнего ряда вязания. И создавая полотно, вы можете использовать полотно из мотивов и, допустим, где-то использовать вот такие мотивы. Будет прекрасное полотно в технике ирландского кружева или в технике кружевного фриформа, в технике наборного кружева. Опять же, все зависит только от вас, от вашей фантазии, от вашего даже настроения, можно сказать. Крючок — это безграничные возможности, я не перестаю это повторять, поэтому присоединяйтесь, вяжите, творите. У вас получится ваше уникальное индивидуальное изделие. До новых встреч и творческих вам успехов. Пока-пока.